Привет, Арми. Ночь 20 марта 2026 года, казалось, принадлежала всему миру, или, точнее, BTS и миллионам ARMY, которые долго ждали этого с глубоким томлением. Без особого предупреждения второй тизер их новой эры появился, словно огромная волна, мгновенно прокатившись по цифровому пространству. Через несколько минут экраны по всему миру загорелись, сердца фанатов забились быстрее, и одно имя стало доминировать в разговорах – Ким Тэхён, Ви. С первой же секунды тизера атмосфера ощущалась по-другому. Огромный, темный океан, величественный белый корабль под названием «Суим» и 7 фигур, обладающих неоспоримой харизмой – все это создавало кинематографическую и эмоциональную атмосферу. Однако среди 7 участников Ви действительно затмил всех, и это было почти невозможно объяснить. Он не просто появился, он ворвался, доминировал и оставил неизгладимое впечатление даже после окончания видео. На этот раз появление Ви ощущалось гораздо сильнее и выразительнее. Он был одет в элегантный черный костюм, украшенный роскошными золотыми узорами, создающими контраст, одновременно изысканный и драматичный. Золотые детали едва заметно мерцали в лунном свете, подчеркивая каждую линию дизайна, который казался одновременно классическим и современным. Крой костюма был четким и структурированным, подчеркивая его стройную фигуру и делая его похожим на аристократа, обладающего как властью, так и природной харизмой. Костюм мгновенно стал центром внимания, не только из-за своей красоты, но и из-за того, как идеально Ви его носил. Он не выглядел как человек в костюме, он выглядел как тот, кто действительно принадлежит этому миру. Его аура была мощной, спокойной и авторитетной, словно он был королем, стоящим на своем корабле и с непоколебимой уверенностью смотрящим на бескрайний океан. Реакция ARMY была неудержимой. Через несколько секунд после выхода тизера социальные сети были завалены бесконечными похвалами. Многих поразило, как черно-золотой наряд идеально сочетался с аурой Ви, создавая образ, который не только радовал глаз, но и оставлял глубокий эмоциональный след. «Это не айдол. Это король», написал один фанат в твите, который быстро стал вирусным. Другой комментарий описывал Ви как главного героя эпического фильма о королевской семье, обладающего силой, загадочностью и пленительной элегантностью. Что сделало этот момент еще более интригующим, так это то, что он напомнил публике о высказывании его близкого друга, Пак Саджуна. Саджун неоднократно говорил, что Ви обладает королевской аурой, не только во внешности, но и в его поведении, манере говорить и присутствии, которое он создает в комнате. Теперь, благодаря этому тизеру, многие считают, что это утверждение больше не просто похвала, а видимый факт. Саджун не преувеличивал. Ви действительно как король, написали многие фанаты, повторяя то, что актер говорил уже давно. В каждом кадре Ви демонстрировал полный контроль над выражением лица и жестами. Его взгляд был острым, но спокойным, выражая глубокие эмоции без необходимости демонстрировать их явно. То, как он стоял на палубе корабля, когда ветер нежно ласкал его одежду, создавало силуэт, который казался одновременно мощным и культовым. Сама концепция корабля Суим оживала благодаря присутствию Ви в этом аристократическом наряде. Бескрайний океан вокруг него был не просто фоном, а подкреплял повествование о путешествии, силе и эмоциональной глубине. В этом контексте появление Ви воспринималось как символ человека, прошедшего через множество испытаний и вернувшегося более зрелой и утонченной версией самого себя. Многие фанаты также начали предполагать, что выбор черного и золотого цветов не случайен. Черный часто ассоциируется с властью, тайной и глубиной, а золото символизирует роскошь, славу и победу. Сочетание этих двух цветов создает очень сильный образ короля, который не только обладает властью, но и несет за своим троном историю и путешествие. Тем временем количество просмотров тизера продолжало стремительно расти, отражая огромный ажиотаж вокруг его возвращения. Но помимо цифр, больше всего выделялись небольшие моменты, которые произвели сильное впечатление. Например, появление Ви, которому удалось покорить сердце миллионов всего за несколько секунд. Корейские развлекательные СМИ также стали отмечать этот визуальный стиль как одну из главных сильных сторон тизера. Многие хвалили смелость концепции и ее отточенное исполнение, особенно то, как каждый элемент, от костюма до операторской работы, работал вместе, создавая целостное впечатление.
Для ARMY этот момент был не просто возвращением их кумиров, но и ощущением той эволюции, которую они прошли. Ви, в частности, казалось, раскрыл более глубокую и сильную сторону своей личности, как будто каждый пережитый им опыт сформировал его таким, какой он есть сейчас. И когда тизер закончился, стало ясно одно: появление Ви в этом черно-золотом костюме не будет легко забыто. Он не просто привлек внимание, он оставил свой след. Потому что в конечном итоге, как почувствовали миллионы фанатов по всему миру, тот вечер был не просто вечером возвращения. Как момент, когда король стоял восседает, и весь мир стал свидетелем этого. В заключение, этот камбэк еще раз подтверждает, что BTS — это не просто глобальная музыкальная группа, а феномен, способный одновременно трогать эмоции миллионов. От грандиозной концепции до значимых визуальных деталей, все тщательно продумано, чтобы оставить неизгладимое впечатление, и им это удалось. Однако среди всего этого великолепия Ви остается бесспорным центром внимания. Одетый в культовый черный аристократический наряд, украшенный золотыми узорами, он не только выглядит потрясающе, но и излучает поистине ощутимую ауру, спокойную, сильную и полную авторитета. Его присутствие настолько поразительно, что любой, кто его видит, словно замирает в молчании, очарованный и не в силах отвести взгляд. И снова то, что когда-то выразил Пак Саджун, теперь кажется еще более реальным. Ви не просто выглядит как король, он несет эту ауру так естественно, как будто она всегда была частью его. Ожидание нарастает, любопытство достигает своего пика, и мир теперь ждет, что будет дальше. Если один только этот тизер смог вызвать такой огромный резонанс, то не будет преувеличением сказать, что их полноценное возвращение снова потрясет индустрию. Одно можно сказать наверняка: корабль отплыл, и на нем стоит король, спокойный и собранный, готовый возглавить новую эру, которая вот-вот начнется. И пока отголоски этого тизера продолжают распространяться по всему миру, в умах миллионов остается один вопрос: что будет дальше? Если одного взгляда было достаточно, чтобы вызвать такие сильные эмоции, то полная история этой эры обещает нечто еще большее, нечто более глубокое, смелое и незабываемое. А пока ARMY могут только ждать, пересматривая каждую секунду, анализируя каждую деталь и цепляясь за этот поразительный образ, Ви, величественно стоящий в черно-золотом, словно король, взирающий на свои владения. Потому что иногда момент — это не просто момент. Иногда это начало чего-то легендарного. И, возможно, именно это делает этот момент таким мощным. Дело не только в визуальных эффектах, стиле или даже музыке, дело в ощущении, что прямо у нас на глазах разворачивается нечто значимое. Перелом. Новая глава. Эпоха, несущая в себе груз прошлого и обещание чего-то большего впереди. С каждым тизером, каждым кадром и каждым едва уловимым выражением лица история продолжает развиваться. И в центре всего этого стоит Ви, спокойный, собранный и властный, притягивающий мир, не произнося ни слова. Его присутствие не нуждается в объяснении, потому что оно ощущается мгновенно. Теперь осталось только следующее откровение. И если это только начало, то то, что нас ждет впереди, может не просто оправдать ожидания, оно может полностью их переосмыслить. Потому что, если присмотреться, этот тизер не кажется случайным. Каждая деталь кажется продуманной, от бескрайнего океана, символизирующего неопределенность и глубину, до возвышающегося корабля, представляющего направление, единство и цель. В центре этой символики Ви предстает не просто как визуальный элемент, а как фигура, связывающая все повествования воедино. Многие фанаты начали предполагать, что в этом периоде могут быть исследованы темы путешествия, трансформации и идентичности. Положение участников, атмосфера, одновременно тяжелая и полная надежды, и кинематографический тон – все это говорит о том, что это возвращение может нести в себе более глубокий сюжет, чем когда-либо прежде. И если это так, то королевское присутствие Ви может быть не просто эстетическим, а символическим. Оно может представлять лидерство, стойкость или даже возрождение. Что делает это еще более захватывающим, так это то, насколько естественно Ви вписывается в эту роль. В его поведении нет ни силы, ни преувеличения. Каждое движение кажется контролируемым, каждый взгляд – целенаправленным, каждая секунда на экране – значимой. Это такое выступление,
которая не полагается на излишество, а вместо этого на точность и присутствие. И именно в этом заключается истинный эффект. Потому что в индустрии, наполненной постоянным шумом, быстрыми трендами и постоянно меняющимися концепциями, такие моменты выделяются. Моменты, когда тишина говорит громче звука, когда один взгляд может передать больше эмоций, чем целая последовательность. И в этом тизере Ви удалось создать именно такой момент. Тем временем глобальная реакция продолжает расти. Фанаты не только хвалят визуальные эффекты, но и вспоминают старые эпохи, проводят параллели и строят теории о том, что может означать эта новая глава для BTS в целом. Некоторые считают, что это может означать более зрелое и интроспективное направление. Другие думают, что это может быть их самая амбициозная концепция на сегодняшний день. Но независимо от теорий, одно остается ясным – ожидание только усиливается. Клипы пересматриваются миллионы раз, скриншоты анализируются до мельчайших деталей. И в социальных сетях продолжает доминировать одно изображение – силуэт Ви на фоне темного океана, одетого в черно-золотое, стоящего так, будто он владеет не только кораблем, но и всем миром. Вокруг него. Это образ, который остается в памяти, образ, который не покидает вас еще долго после окончания видео. И, возможно, это истинный признак чего-то необыкновенного, не только то, насколько это громко в данный момент, но и то, насколько глубоко это остается с вами после. По мере того, как продолжается обратный отсчет до полноценного возвращения, ожидания будут только расти. Но если есть что-то, что BTS доказывали снова и снова, так это то, что они не просто оправдывают ожидания, они превращают их в нечто гораздо большее. Поэтому сейчас мир наблюдает. Теории растут. Волнение нарастает. И где-то посреди всего этого тот же самый образ остается нетронутым. Ви, стоящий прямо, спокойный и непоколебимый, как король в начале истории, которая только начинает разворачиваться. Потому что это не просто тизер. Это заявление. И последующая эра вполне может определить новое наследие. И по мере того, как нарастает ожидание, тишина между тизерами начинает ощущаться столь же значимой, как и сами визуальные образы. Именно в этой тишине фанаты размышляют, сопоставляют факты и чувствуют тяжесть грядущего. Потому что это не просто реклама, это похоже на тщательно разворачивающуюся историю, которая приглашает зрителей не просто смотреть, а переживать. Что делает эту эпоху еще более захватывающей, так это эмоциональный контраст. Здесь есть величие, мощные визуальные эффекты, яркая мода и кинематографический масштаб, но под всем этим скрывается тихая напряженность. Чувство самоанализа. Как будто за образом силы и королевской власти скрывается более глубокая история, ожидающая своего раскрытия. И снова Ким Тэ Хён становится воплощением этого контраста. Он стоит твердо, почти недосягаемый, но в его взгляде есть что-то человеческое, что-то задумчивое, что-то, что намекает на опыт, рост и, возможно, даже уязвимость. Именно этот баланс между силой и глубиной делает его присутствие таким завораживающим. Он не просто привлекает внимание, он удерживает его без усилий. Поклонники стали замечать эту двойственность чаще, чем когда-либо. Его элегантность без потери интенсивности, его сдержанность в выражении лица, но при этом эмоциональная насыщенность – все это создает многогранный и продуманный образ. Это не просто визуальное обновление. Это похоже на художественную эволюцию. И во многом эта эволюция отражает путь самих BTS. С самых первых дней и до настоящего времени они постоянно трансформировались, не только в звучании, но и в послании, идентичности и повествовании. Каждая эпоха приносила что-то новое, что-то неожиданное. Но на этот раз все кажется иначе. Все кажется более утонченным, более продуманным, более монументальным, что говорит о том, что создается нечто значимое. По мере того, как обсуждение на глобальных платформах становится все громче, становится все яснее одно – это возвращение не просто долгожданное, оно глубоко прочувствовано. Люди не просто взволнованы. Они вовлечены. Они эмоционально связаны с тем, что может представлять собой эта эпоха, не только для группы, но и для себя как для поклонников, которые росли вместе с ними.
И именно это делает такие моменты такими редкими, когда искусство, художник и зритель встречаются в одной и той же эмоциональной точке. И все же самый главный вопрос остается без ответа. Какую историю они собираются рассказать? Какое послание скрывается за океаном, кораблем, тишиной и поразительной фигурой, стоящей в центре? Если судить по этому тизеру, ответ будет непростым. Он будет многослойным, символичным и открытым для интерпретации. И, возможно, именно это делает его таким мощным, потому что он позволяет каждому зрителю найти в нем свой собственный смысл. Но до тех пор, пока этот момент не наступит, один образ продолжает определять все. Темный океан. Тихий корабль. И фигура в черно-золотом, стоящая без страха, без колебаний, готовая. Готовящая не просто вести, но и раскрывать. Потому что, когда наконец развернется следующая глава, она не просто продолжит историю. Она поднимет ее на новый уровень. И когда экран гаснет, остается одно чувство. Это не было просто тизером. Это было начало. Момент, когда тишина говорила громче слов. Когда одно единственное присутствие изменило все. И когда мир замер, чтобы стать свидетелем этого. Ким Тэ-хён не просто появился, он определил этот момент. И BTS не просто вернулись, они ознаменовали новую эру. Так что запомните эту ночь. Потому что, когда развернется вся история, вы оглянетесь назад и поймите. Это был момент, когда все изменилось. Увидимся в следующей главе.